События, о которых пойдет речь в этом видео, произошли в 2008 году в городе Оберн, штат Алабама. И даже сейчас, по прошествии 14 лет с тех пор, последняя точка в деле Лорен Бёрк не поставлена. Причем в данном случае под последней точкой подразумевается вполне конкретное действо. Лорен Бёрк родилась 11 августа 1989 года в Мариетте, штат Джорджия. После окончания средней школы Лорен поступила в Обернский университет, где изучала графический дизайн, была активным членом женского общества Дельта Гамма, играла в лакросс и в целом принимала активное участие в жизни студенческого сообщества. Друзья описывали Лорен как любимую всеми очень хорошую ученицу, всегда улыбающуюся, всегда счастливую и всегда готовую прийти на помощь. Еще будучи ученицей старших классов, Лорен начала встречаться с парнем по имени Шон Маккуэйд. После окончания школы и Лорен, и Шон поступили в Обернский университет, где их отношения продолжились. На данном этапе жизни для обоих молодых людей в приоритете было получение образования, и все же это не мешало им иногда задумываться над тем, чтобы связать себя узами брака не сейчас, а когда-то в будущем. Но, к сожалению, всем планам и мечтам Лорен не суждено было сбыться. 4 марта 2008 года она начала завтрака в кафе со своим парнем Шоном. В 11 часов Лорен отправилась на занятия, после окончания которых позвонила своему отцу Джеймсу и обсудила с ним планы на весенние каникулы и свой поход к стоматологу. Закончив разговор с отцом, она пошла в общежитие Шона, с которым пробыла до вечера. На 8:30 вечера у нее была назначена встреча с однокурсником Майклом. Они должны были встретиться в библиотеке и вместе подготовить учебное задание. Когда Лорен около 8 вечера ушла из комнаты Шона, было уже темно. Ее машина, черная Honda Civic 2001 года выпуска, стояла на парковке рядом с общежитием, и она пошла к ней. Это был последний раз, когда Шон видел Лорен. Майкл, с которым Лорен должна была встретиться в библиотеке, стал звонить ей на мобильный после того, как она не пришла к назначенному времени. Гудки шли, но Лорен почему-то не отвечала. Он продолжал звонить раз за разом и в какой-то момент услышал на другом конце голос Лорен. Она сказала, что не придет в библиотеку, так как напрочь забыла о встрече, после чего скинула вызов. Около 9 часов вечера в 911 поступил звонок с сообщением о раненой девушке, которую водители увидели лежащей на дороге на участке 147-го шоссе между Баптистской церковью Фармвилла и 280-й автомагистралью. Это была Лорен. Водители остановили свои машины на проезжей части, перекрыв движение в обоих направлениях. Лорен лежала на спине посреди дороги и делала медленные глубокие вдохи. Она задыхалась. На ее теле было множество ран, а из одежды только носки на ногах. В 21 час 12 минут на место приехала первая полицейская машина. К этому времени Лорен уже потеряла сознание. Еще через несколько минут прибыли медики, и когда они погружали девушку в машину скорой помощи, пульс у нее еле прощупывался. В 21 час 35 минут Лорен доставили в медицинский центр Восточной Алабамы, где врачи стали бороться за ее жизнь. 8 минутами ранее, в 21 час 27 минут, диспетчеры 911 получили многочисленные сообщения о возгорании автомобиля на территории кампуса Обернского университета. По адресу, который называли звонящие, незамедлительно были отправлены пожарные и полиция. Не сумев найти владельца среди толпы любопытных студентов, привлеченных огнем из своих общежитий, полиция Оберна проверила регистрационные знаки автомобиля и выяснила, что его владельцем был Джеймс Бёрк из штата Джорджия. Как вы, наверное, уже поняли, Джеймс Бёрк – это отец Лорен. Полицейские связались с ним по телефону и узнали,
что фактическим владельцем пострадавшей от огня Хонды была его дочь Лорен, которая учится в Обернском университете. Обеспокоенный Джеймс Бёрк сразу же стал звонить дочери, но она не отвечала, что только усиливало его переживания. Не сумев связаться с Лорен, Джеймс сначала обзвонил известных ему друзей дочери, но никто из них ничего не знал ни о ее местонахождении, ни о возгорании машины. Затем он позвонил своей бывшей жене и матери Лорен, Вивиан Гершон, в надежде на то, что, может быть, она знает, где может находиться их дочь. Но и мать Лорен ничего не знала о случившемся. В 21 час 40 минут Вивиан позвонила парню дочери Шону. И именно так Шон узнал, что Лорен пропала и что ее автомобиль сгорел. Парень, обзванивая общих с Лорен знакомых и пытаясь выяснить, видел ли ее кто-нибудь этим вечером, узнал, что она отменила встречу в библиотеке, сказав, что забыла о ней. Но Шон точно знал, что Лорен не забыла о встрече, так как, уходя из его комнаты около 2 часов назад, она планировала сразу поехать в библиотеку. Пока родные и близкие пытались выяснить, куда делась Лорен, в медицинском центре Восточной Алабамы врачи боролись за ее жизнь. Так как девушку привезли в бессознательном состоянии и без каких-либо личных вещей и документов, медики не знали ее имя. К сожалению, несмотря на все усилия, сохранить жизнь Лорен врачи не смогли. Она была объявлена мертвой примерно через час после поступления в медицинское учреждение. Причиной ее смерти стало пулевое ранение. Пуля, которая прошла на вылет, пробила оба легких Лорен. Полицейские, сопоставив смерть девушки в больнице и сгоревший автомобиль, чья владелица пропала, быстро поняли, что девушкой, которую не смогли спасти врачи, была Лорен Бёрк. Уже на следующий день, 5 марта 2008 года, Джеймс Бёрк, приехавший из Атланты, опознал тело своей дочери. Новость о смерти Лорен быстро распространилась по кампусу. Пока семья и друзья девушки скорбели, полицейские пытались выяснить, кто лишил ее жизни, как с этим связан поджог автомобиля и стоит ли опасаться другим студентам. Обугленная машина Лорен была доставлена в полицейское управление Оберна. Следователи Государственной лаборатории судебной экспертизы и офицеры из офиса начальника пожарной охраны штата просеивали остатки выгоревшего салона автомобиля. Они нашли обрывки сгоревшей одежды, расплавленную цифровую камеру Лорен и руководство по эксплуатации автомобиля. Под водительским сиденьем была обнаружена пуля 38-го калибра. Детективы опросили родных Лорен, ее друзей и парня. Никто из них не смог назвать хотя бы одного человека, желавшего ей зла и способного навредить. В то же время выяснилось, что кто-то расплачивался банковскими картами Лорен. С большой долей вероятности этот человек был причастен к смерти девушки, и полиция стала его искать. Спустя 2 дня, 7 марта 2008 года, в 9 часов 55 минут, на стоянке супермаркета Walmart в городе Ньюнан, штат Джорджия, что примерно в 120 километрах от Оберна, неизвестный напал на 72-летнюю женщину в тот момент, когда она садилась в машину. Злоумышленник ударил ее по голове и пытался угнать машину вместе с хозяйкой. Выезжая с парковки, он заметил, что вслед за ним поехал очевидец, который с кем-то говорит по телефону. Мысль о том, что случайный свидетель звонит в полицию, заставила преступника развернуться и возвратиться на парковку. Остановившись и выйдя, он подбежал к стоящему неподалеку серебристому Крайслеру Себринг, сев в который в спешке скрылся с места происшествия. Через пару часов 4 офицеров полиции преследовали уходящий от погони Крайслер, двигающийся на высокой скорости в сторону города Коламбус, расположенного на западе штата Джорджия. Во время погони полицейские заметили, что водитель Крайслера выбросил в окно какой-то предмет. Один из экипажей, участвующих в погоне, остановился и стал искать этот предмет. На обочине дороги полицейские нашли револьвер 38-го калибра. Тем временем погоня продолжалась, но в какой-то момент автомобиль преступника не выдержал нагрузки и из-под капота повалил дым.
Водитель резко остановился на проезжей части и открыл дверь. Далее, как в голливудских фильмах, в открытую дверь врезался полицейский, который вел преследование на мотоцикле. После столкновения офицер перелетел через руль мотоцикла и упал на асфальт, только по счастливой случайности не получив серьезных травм. Дорога, где остановился преступник, проходила через лесной массив, и именно в лес он бросился бежать. Бегун из него был не очень, и поэтому полицейские быстро настигли его и защелкнули наручники на его запястьях. Кортни Лорел Локхарт родился 20 октября 1984 года. По словам его родных, он был хорошим и веселым парнем до тех пор, пока не поступил на службу в армию США. В 2004 году его отправили в Ирак, откуда в 2005, по словам его матери, вернулся кто-то другой. «Он был не тем Кортни, которого я знала», — сказала женщина. Некогда веселый, ее сын больше никогда не улыбался, не позволял стоять у него за спиной и иногда прятался в шкафу или под кроватью. В 2006 году у Локхарта и его девушки, с которой он к этому времени расстался, родилась дочь. В том же 2006 он предстал перед военным трибуналом за нападение на других солдат, употребление запрещенных веществ и самовольное оставление части. Он провел 7 месяцев в заключении, прежде чем его с позором уволили из армии в декабре 2006 года. По мере приближения марта 2008 года Локхарт, как говорят, все больше слетал с катушек. Он практически не мылся, перестал навещать свою дочь и плотно подсел на запрещенные вещества. Начиная с февраля 2008 года он совершил череду ограблений. Его похождения закончились 7 марта, когда, напав на 72-летнюю женщину, он не смог уйти от полицейской погони и был арестован. После ареста 23-летнего Кортни Локхарта доставили в полицейский участок, где он сознался, что это именно он похитил и лишил жизни Лорен Бёрк. Допрос записывался на видео и стал ключевым доказательством на суде. Плюс к этому в его машине нашли личные вещи девушки, такие как iPod и банковские карты. Он в деталях рассказал о событиях того дня, когда отнял жизнь у Лорен. Это был вторник, 4 марта 2008 года. Локхарт проснулся в своем серебристом Крайслере Себринг. Он провел минувшую ночь в машине неподалеку от медицинского центра Восточной Алабамы. Ему нужны были деньги, и он стал колесить по Оберну в поисках легкой жертвы. Стоит отметить, что все, на кого он нападал, были женского пола. Среди них не было ни одного мужчины. Его поездка закончилась на территории кампуса Обернского университета, где он припарковался рядом со студенческими общежитиями. Локхарт провел не 1 час, наблюдая за студентами. Около 8 часов вечера он заметил, как какая-то девушка подходит к автомобилю, припаркованному рядом с ним, и не спеша открывает дверь. Это была Лорен. Недолго думая, он схватил свой револьвер и подошел к девушке со спины. Ткнув в нее дулом, Локхарт спросил, сколько у нее при себе денег. Затем он толкнул Лорен в салон на переднее пассажирское сиденье, а сам сел за руль. По словам Локхарта, Лорен ничего не говорила, а только кричала от страха. Когда она наконец успокоилась, достала из сумочки $200, передала их ему и умоляла его уйти. Но вместо того, чтобы уйти, он приказал Лорен раздеться. Девушка находилась под прицелом и поэтому подчинялась. Она сняла с себя все, за исключением пары носков. Затем Локхарт запустил двигатель на машине Лорен и стал ездить по улицам Оберна. Все это время он одной рукой управлял автомобилем, а второй держал Лорен под прицелом. Она пыталась отговорить его от совершения преступления, а когда он сказал, что его жизнь закончена, Лорен пообещала, что поможет ему найти работу. В какой-то момент у нее стал звонить телефон. Локхарт велел ей ответить и придумать что-нибудь, чтобы никто ничего не заподозрил. Это звонил Майкл, с которым Лорен должна была встретиться в библиотеке. Ответив, она сказала, что забыла о встрече и сразу же сбросила вызов. Майкл в будущем будет корить себя за то, что не понял, что что-то не так.
ведь забыть о встрече было не характерным для Лорен. Когда Локхарт ехал по 147-му шоссе, Лорен открыла дверь и выпрыгнула из движущегося автомобиля. Но мужчина успел нажать на спусковой крючок. Выпущенная пуля пробила оба легких Лорен, плюс к этому она получила травмы от падения. Она успела помахать проезжающим мимо водителям, прежде чем силы ее покинули, и она потеряла сознание. Локхарт остановился на стоянке церкви и наблюдал, как рядом с лежащей на асфальте Лорен стали останавливаться автомобили. Понимая, что с минуты на минуту приедет полиция, он поспешил скрыться. Планируя уничтожить возможные улики, оставленные им в автомобиле девушки, Локхарт поехал на заправку и купил канистру с бензином, которую оплатил банковской картой Лорен. Купленным бензином он облил салон автомобиля, затем сел внутрь и поехал в кампус, откуда похитил Лорен, ведь там стоял его Крайслер. От паров бензина у него стала кружиться голова, и тогда он опустил стекла, чтобы было чем дышать. Вы, наверное, удивитесь и задумаетесь, а почему он сначала не приехал в кампус и не облил салон бензином там? Почему он ехал на пороховой бочке? Ведь от короткого замыкания или искры машина могла сгореть вместе с ним. Не стоит этому удивляться. Медицинские специалисты, которые будут обследовать Локхарта, заключат, что его IQ равен 86. Это уровень ниже среднего. Приехав в кампус, Локхарт забрал $46, iPod Лорен, ее банковские карты, после чего поджег автомобиль, а сам уехал на своем Крайслере. 7 марта он совершил очередное нападение, через несколько часов после которого его и арестовали. Родные и близкие Лорен проводили ее в последний путь 9 марта, в день, когда следователи полиции допрашивали Локхарта во второй раз. На следующий день ему официально были предъявлены обвинения по делу Лорен Бёрк. Судебный процесс начался 8 ноября 2010 года. Адвокаты Локхарта заявили, что у их клиента было психическое заболевание из-за военной службы и что выстрел в Лорен был случайным. Проще говоря, адвокаты пытались доказать, что Кортни Локхарт невменяем, но сделать этого они не смогли. После 6 часов обсуждения в течение 2 дней присяжные признали Локхарта виновным. Они рекомендовали приговорить его к пожизненному заключению. 2 марта 2011 года судья Уокер сослался на криминальное прошлое Локхарта и приговорил его к смертной казни. По словам судьи, присяжные не знали о криминальной активности и негативном поведении Локхарта во время службы в армии. Уокер пришел к выводу, что если бы присяжные знали о дополнительных фактах, известных суду, их рекомендации по вынесению приговора, вероятно, были бы другими. Для того, чтобы присяжные оставались беспристрастными, во время суда по делу Лорен Бёрк армейские похождения Локхарта держали в тайне. С момента смерти Лорен прошло почти 15 лет, а Локхарт все еще ждет свою инъекцию. Так легко забрав жизнь ни в чем не повинного человека, расставаться со своей он очень не хочет. После осуждения и вынесения смертного приговора он подал апелляцию в суд Алабамы, который в августе 2013 года оставил приговор в силе. В апреле 2014 года апелляционный суд по уголовным делам Алабамы отклонил ходатайство Локхарта о повторном слушании дела. После этого он подал апелляцию в Верховный суд Алабамы. В сентябре 2014 года его ходатайство вновь было отклонено. В январе 2015 Локхарт подал апелляцию в Верховный суд США. В апреле того же года Верховный суд отклонил его ходатайство. В 2018 году Локхарт предпринял очередную попытку оспорить приговор. Адвокаты из правозащитной организации, которые представляли его интересы, пытались убедить суд, что адвокаты, защищающие Локхарта в 2010-м, неправильно вели дело. Как итог, смертный приговор вновь оставили в силе. Последняя на данный момент и очередная его безуспешная попытка обжаловать приговор была предпринята Локхартом в апреле 2020 года. Родители Лорен заявили, что никогда не сдадутся
и буду делать все от них зависящее, чтобы приговор был исполнен». Лорен приговорили к смертной казни без слушания дела. Он не дал ей второго шанса, и у него тоже не должно его быть, сказал отец Лорен. На сегодняшний день Кортни Локхарт остается в камере смертников Алабамы.